Хей, я Юля, а это новости высокоширотной Арктики, которые выходят в конце каждого месяца. Арктические новости для вас подготовила я из жаркого Таиланда и мой друг Петр Громов из прохладной Норвегии. Все ссылки на источники новостей в описании под этим видео. Также не забудьте там сразу подписаться, поставить лайк и комментарий, написать, это очень поможет в развитии канала. А картинки нам помогут создать искусственный интеллект. И погнали к новостям! Команда ученых обнаружила на Шпицбергене 36 видов растений, занесенных с Большой Земли. Семена этих растений случайно попадали на острова вместе с сеном, грузами и на снаряжение посетителей. А поскольку Арктика нагревается, то растет и угроза вытеснения инвазивными видами местной флоры. Ученые призывают к быстрому уничтожению таких чужеродных растений, пока они не вышли из-под контроля. Также они призывают и посетителей чистить одежду и снаряжение перед поездкой в полярные регионы. То есть мы всю жизнь привыкли устраивать генеральную стирку после полей, а тут теперь надо еще и до. Английский арктический отряд спецназа вербует Like Husky для обеспечения войск припасами при проведении операции за полярным кругом. Представитель отряда заявил, что они решают проблему доминирования высокотехнологичного оружия, применяя низкотехнологичные решения. Предполагается, что упряжки собак пойдут туда, куда нельзя добраться на транспортном средстве, и могут также скрытно передвигаться ночью. Видимо, в Мурманской области скоро начнут устанавливать собакозащитные полосы из колбасок. Недавно в Гренландии открылось представительство Европейского Союза и новый аэропорт. В настоящее время рыболовство и датские субсидии составляют более половины ВВП Гренландии. Но в последние годы остро стремится к независимости и диверсификации экономики за счет развития добычи редких металлов и туризма. Обнародован амбициозный план превратить арктический город Диксон в развивающийся промышленный центр. Генеральный план предусматривает строительство гостиниц и портовой инфраструктуры. Упор сделан на обеспечение перевозки грузов и вахтовиков к угольной шахте Сыродайская, нефтяным разработкам Восток Ойл и на золотые россыпи острова Большевик. Хотя план обещает экономический рост, критики опасаются, что он игнорирует интересы местного населения по улучшению условий жизни в городе, такие как здравоохранение и состояние жилых домов. В ходе заседания Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики по вопросу о совершенствовании принимаемых мер по проектированию и строительству объектов капитального строительства в арктической зоне Российской Федерации в Госдуме было сказано, что по прогнозам ученых к 2050 году несущая способность грунтов снизится более чем наполовину. Такая динамика представляет наибольшую опасность для объектов промышленного и гражданского строительства, а также ущерб от деградации мерзлоты к 2050 году по оценкам составит не менее 5 триллионов рублей. Также предпринимаются некоторые меры по мониторингу этой ситуации, и о них мы будем рассказывать по мере новостей. Тем временем идет развитие Северного морского пути. Еще в 2022 году стартовала программа субсидирования каботажных перевозок через Севморпуть между портами северо-запада России и Дальнего Востока. За первый год было выполнено 2 круговых рейса, в 2023 году 3, в 2024 году эта программа продолжается и также запланировано 3 рейса. За это время перечень портов, в которых возможен субсидируемый судозаход, был расширен с 4 до 14. Эксперт по ядерной безопасности Александр Никитин предупреждает, что затопление мест хранения радиоактивных отходов в Томской области может привести к загрязнению рек, впадающих в Северный Ледовитый океан. На восточном берегу реки до 1992 года находилось предприятие, занимавшееся производством оружейного плутония. Сейчас это крупнейшая свалка ядерных отходов в России, и по оценкам МАГАТЭ ее объем составляет 70 миллионов кубометров. Томь – приток Оби, которая за Северным полярным кругом впадает в Обскую губу Карского моря. Нынешний паводок в реке Томь является одним из самых сильных за всю историю региона, а от Росатома пока не было ни одного публичного заявления по ситуации с паводком. Никитина беспокоит возможность того, что информация о загрязнении реки станет известной, когда уже будет слишком поздно.
В советское время комбинат «Маяк» к северу от Челябинска сбрасывал радиоактивные отходы в реку Течу, связанную с речной системой Оби. В результате в Карском море стали регистрировать радиоактивные изотопы, которые попадали туда, проходя более 2000 километров. Новости о коренных малочисленных народов Севера. Экспедиция РАН «Чистая Арктика. Восток-77» в ходе работы по сохранению языков народов Севера издала книги на нанайском, долганском, саамском и тафаларском языках. Эти книги пополняют Московскую арктическую библиотеку номер 77, где работает первый в России научный отдел изданий на редких языках. А культурные традиции терских поморов и коренного малочисленного народа Севера Саами внесли в реестр нематериального культурного наследия России. В Музее современного искусства «Арт-Муза» в Санкт-Петербурге до 16 июня 2024 года открыта выставка «43 дня в Арктике» художника Ивана Александрова. Путешествие его проходило на судне «Михаил Сомов» и стало возможным из-за вновь возрожденных арктических художественных экспедиций, в первой из которых участвовало аж 8 человек различных творческих профессий. Будем ждать и их результаты работы. Последняя новость, а также рекомендация – это документальный фильм режиссера Веры Вакуловой «Мы из Арктики». Фильм создан по материалам арктической экспедиции на судне «Михаил Сомов» 2018 года. Закрытая премьера состоялась в Дарвинском музее в Москве в 2020 году из личного архива. А теперь фильм в открытом доступе по ссылке в описании. Бегите смотреть, потому что у меня на этом все. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, лайк и до следующего видео.